Сильный ветер развевал пыль над военным аэродромом. Гул самолетов, крики техников, запах керосина — все смешалось в тревожной суете. Посреди этой сцены стояли трое. Высокий, в форме, солдат Виктор, его 5-летняя дочь Катя, прижившаяся к его ноге, его жена Марина, закованная в пальто и равнодушный взгляд. Виктор склонился к дочке, погладил ее по светлым волосам и попытался улыбнуться. Папа уезжает ненадолго. Солнышко, будь умницей, слушай маму. Хорошо. Девочка кивнула, но не отпустила его руки. Губы ее дрожали, и глаза были полны слез. Она подняла взгляд и шепотом сказала: «Мамочка делает мне больно, когда тебя нет». Слова прозвучали будто сквозь шум ветра. Тихо, почти неуловимо. Виктор резко выпрямился, замер. Он посмотрел на Марию, сбитый с толку. «Что ты сказала, Катя?» Но Марина уже подхватила дочь, рассмеявшись неестественно. «Она просто капризничает, не хочет тебя отпускать. Дети фантазируют, ты же знаешь». Виктор кивнул, но сердце его сжалось. Он чувствовал, что услышал не фантазию. Что-то было не так. Но приказ не ждал. Он поцеловал дочку, бросил последний взгляд и ушел в сторону самолета, оставляя за собой тяжелую тень беспокойства. Прошло 3 года. Где-то вдали гремела война, а Виктор день за днем выполнял приказы, спасал чужие жизни, но мысленно был дома. Каждое редкое письмо от жены начиналось одинаково. «У нас все хорошо. Катя в школе сюда, все под контролем». Но самого важного в письмах не было. Ни одного письма от Кати. Ни одной детской записки. Ни единого рисунка. Виктор просил Марию дать дочке трубку во время видеосвязи. Но она всегда находила оправдание. То девочка спит, то заболела, то в школе. Он начал сомневаться. Все чаще вспоминал тот тревожный шепот у самолета: «Мамочка делает мне больно». Однажды его сослуживец получил посылку от сына, рисунок и письмо с кривыми буквами. Виктор держал его в руках и не мог удержаться от слез. Он почти забыл, как звучит голос своей дочери. Что, если она страдает? Что, если он оставил ее в опасности? В ту ночь он не спал. Впервые за годы службы его разум был не на поле боя. Он был в доме, за закрытыми шторами, рядом с девочкой, которая, возможно, все это время ждет спасения. Прошло 7 долгих лет. Виктор уволился со службы и, наконец, вернулся домой. Его руки дрожали, когда он стоял у подъезда своего же дома с чемоданом и букетом ромашек, Котины, любимые. Сердце колотилось, он не знал, кого увидит за дверью. Ту маленькую, ласковую девочку или совсем чужого, отдаленного подростка. Он позвонил, шаги за дверью, скрип замка, дверь открылась. Перед ним стояла девочка, или уже почти девушка, лет 12, высокая, худая, с темными кругами под глазами. В ее взгляде было что-то, что сразу пронзило Виктора до глубины души. Недоверие и страх. «Катя!» — прошептал он. Она молчала, только губы дрогнули. Папа, вернулся». В этот момент в дверях появилась Марина. Все такая же холодная, сдержанная. Она встала между ними, словно стена. «Ты же не предупреждал. У нас свои дела», но Виктор не отступил. Он обошел ее, встал на колено перед дочерью. «Прости, что не был рядом.
Ты помнишь меня?» Катя взглянула на него, и в ее глазах что-то дрогнуло. «Папа, ты правда пришел». Голос был еле слышен, но в нем была все: боль, тоска, надежда. «И теперь я не уйду», — пообещал он, обнимая ее осторожно, как будто боялся, что она исчезнет. Марина молчала, сжав губы. Впервые за годы Виктор чувствовал: он дома, но настоящая битва только начинается. Виктор сразу понял: Катя изменилась. Она была тенью самой себя. В ее движениях не было детской легкости, только напряженность и осторожность. Каждый ее взгляд метался, как будто она ждала наказания за любую эмоцию. Он остался в доме на несколько дней под предлогом отдыха после службы. Но в это время он внимательно наблюдал. Катя почти не разговаривала с матерью, а та, в свою очередь, относилась к девочке с холодной отстраненностью. Никакой заботы, никакой ласки. Только приказы и обвинения. Однажды ночью, проходя мимо комнаты дочери, он услышал приглушенные рыдания. Он тихо открыл дверь. Катя сидела в углу, прижав к груди старую мягкую игрушку. Ту самую, которую он дарил ей 7 лет назад. Виктор почувствовал, как сердце разрывается. «Катя!» Она вздрогнула, но не отпрянула. «Прости», — прошептала она. «Я хотела тебе написать. Много раз. Но мама...» Она рвала письма. Она говорила, что ты нас бросил, что тебя нет, что я виновата. Виктор медленно опустился рядом с ней, обнял. Ничего из этого неправда. Ты не виновата. Никогда. На следующее утро он начал действовать. Позвонил в органы опеки, поговорил с соседями, собрал показания. Он не мог поверить, что столько лет Катя жила в эмоциональном заточении. Но теперь он был рядом и не собирался отступать. Началась настоящая борьба за право быть отцом. Судебные слушания были изнурительными. Виктору пришлось доказывать, что он не просто отец, а единственный, кто способен дать Кате нормальную, безопасную жизнь. Марина же изображала идеальную мать, ухоженная, с подготовленным адвокатом, уверенно говорящая, что Виктор просто решил вернуться и все разрушить. Но у Виктора были факты. Соседи рассказали, что Катя часами сидела одна, плакала по ночам. Учителя из школы подтвердили, девочка замкнута, постоянно уставшая, почти не улыбается. А главное, записи из детской поликлиники показали многочисленные пропуски, а один врач даже зафиксировал ушибы, которые не совпадают с объяснениями матери. Катя на суде говорила тихо, почти шепотом, но каждое ее слово било по сердцу. «Я не хочу обратно к маме. Я боюсь. Я хочу жить с папой. Он меня слышит. Он меня видит. Он меня не винит». В зале повисла тишина. Даже судья, строгая женщина в очках, невольно опустила взгляд. В тот день решения не вынесли. Но Виктор чувствовал, правда на его стороне. Он не был идеальным. Он ушел на войну, думая, что защищает страну. Но теперь он знал, его самая главная битва — за дочку, за ее свет, за ее детство. Он уже не солдат. Он — отец. Через 2 недели Виктор получил звонок. Решение суда было готово. Он приехал к зданию с дрожью в руках, но с ясным взглядом. На скамейке у входа уже сидела Катя с рюкзаком и той самой старой игрушкой в руках. Она подняла глаза, и на ее лице впервые за долгое время появилась теплая,
настоящая улыбка. «Папа», — сказала она тихо, — «мы уезжаем». Он кивнул, и в его глазах заблестели слезы. «Домой», — прошептал он. «Суд постановил. Полная опека переходит Виктору». Судья особо отметила эмоциональные травмы, причиненные ребенку матерью, и заметное улучшение психологического состояния девочки в присутствии отца. Марина пыталась устроить сцену, но ее слова теперь звучали как пустой шум. Все увидели, кто она на самом деле. А Катя стояла рядом с отцом, не дрожащая, не сжавшаяся, а прямая и уверенная. Они покинули здание суда вместе, рука в руки. Впереди была новая жизнь, непростая, но своя, без страха, без боли. Позднее вечером, когда они сидели вдвоем на кухне, Катя вдруг спросила: «А можно завтра в парк? Просто погулять?» Виктор улыбнулся. «Сколько хочешь, хоть каждый день. У нас теперь все впереди». И в этом простом мгновении, без громких слов и драм, он почувствовал себя победителем.